Всем привет! Представляете, я нашел еще один российский город, где электрический транспорт не только демонтируют, разбирают, закрывают, сдают металлолом, но еще и пытаются развивать. Например, здесь давно уже не осталось троллейбусов ЗИУ-682, трамваев КТМ-5. Здесь строятся новые трамвайные троллейбусные линии, проводятся ремонты. Хотя, если честно, то закрытия здесь тоже все-таки были. А еще здесь расположен единственный в России метрополитен, открытый не при Советском Союзе. Да и вообще, это же Казань. Город, которому больше 1000 лет, так что здесь и без транспорта есть на что посмотреть. Достаточно выйти из поезда, и можно сразу увидеть чудесное здание вокзала Казань-1, 1896 года постройки. Архитектор Генрих Руш. Запоминать факты из Википедии – это сегодня будет мой конек. Но поскольку это все-таки канал-блог, ЖД-фотограф и все такое прочее, мы сегодня будем в основном тестировать городской транспорт. Так что 99% достопримечательностей вы не увидите. Уж извините. Но зато мы покатаемся в трамваях-червяках, в новехоньких троллейбусах 2023 года выпуска, в автобусах и, конечно же, протестируем местное метро. А помогут мне в этом Марат и автобус-мастер. Марат будет нашим сегодняшним экспертом по Казани, потому что он татарин. Правда, Марат? Кивни. Но с нами будет еще Дамир, который сам житель Казани, который Казань знает лучше нас всех. И тоже татарин. Отлично. Значит, сегодня у нас будет крутой контент. В общем, подписывайтесь, ставьте лайк и все такое прочее. Мы начинаем рассматривать Казань. Крутая архитектура в Казани нашлась прям сразу. Посмотрите, какая чудесная дверь. Просто офигеть, какая классная вообще. Какая плитка. Вот это круто. Смотрите, какие детальки, как классно. Эта штука называется ресторан «Шах». Не знаю, как здесь кормят, но архитектура этого советского здания просто потрясающая. Мне она ужасно нравится. Просто мега круто. Смотрите, какие штуки. Я не знаю, как это называется, но извините уж. Но поскольку сейчас 6 часов утра, завтракать мы будем не в крутом ресторане с потрясающей восточной архитектурой, а в Макдональдсе. Он вам не дракон. Хотя нет, все-таки это дракон, просто с птичьими чертами. Но называется это существо Зеланд. Оно является символом Казани и изображено на гербе города. Правда, здесь есть какая-то несостыковочка. Вот смотрите, грузовики ЗИЛ. Их же собирали в Москве, а под Казанью собирают КамАЗы. Значит, что это существо должно называться КамАЗант? Как вам такая шутка? КамАЗант, чё? Ты считаешь это смешно? Привет, друзья! Меня зовут Марат. Вы наверняка помните меня по видео с РТВК 980 в Яхроме. Сегодня мы с вами находимся в Казани, столице моей исторической родины. Все-таки я татарин по национальности. Хоть и горьковский, но это не важно. Позади меня находится Казанский Кремль. Уникальное архитектурное сооружение, которое вмещает в себя исторические раскопки, историческую память сразу о 3 периодах городищ. Первый период — это с 12 по 13 век. Потом с 14 по 15 или даже по 16, а потом с 16 по 17 век. Историки расходятся в том плане, когда именно появилось первое укрепление в Казани. Кто-то говорит, что уже в X веке с момента основания первых городищ, первых поселений на этом месте. Кто-то говорит, что только в XII веке. С 1445 по 1552 годы здесь была резиденция Казанского ханства. Когда распалась Золотая Орда в 1445 году, Улу Мухаммед, хан Золотой Орды, завоевал этот город, завоевал это место и начал отсюда диктовать свою непреклонную волю всему остальному мировому сообществу, в частности Московскому княжеству, с которого начал снова собирать дань. В 1552 году войска Ивана Грозного захватили таки Казань и положили конец Казанскому ханству, присоединив территорию бывшей Волжской Булгарии в состав российского государства. Однако на этом история... Слушай, убери, а! 14 июля 1774 года войска Емельяна Пугачева пытались в течение 2 дней осадить этот Кремль, но так и не смогли. Хорошо это или нет? Вопрос, наверное, для историков. А еще Казанский Кремль является официальной резиденцией главы Республики Татарстан. Но хитрые татары не были бы хитрыми татарами, если бы и здесь не умудрились бы подчеркнуть свою национальную идентичность. Во всех других республиках должность главы республики так и называется — глава республики.
А глава Республики Татарстан называется Раис Республики Татарстан. Настя овца тупая. Увы, времена и нравы. А это улица Баумана, главная пешеходная улица Казани. Аналог московского Арбата. Здесь много красивых, старых и осовремененных зданий, много различных магазинчиков, на витрины которых можно заглядываться бесконечно и откуда на вас постоянно смотрит казанский кот. Но главной архитектурной доминантой улицы является колокольня Богоявленского собора, построенная в 1756 году. Колокольня Богоявленского собора сделана из моего любимого неоштукатуренного, неокрашенного кирпича. Красота! А еще здесь есть крутая арка. Это казанский кот. Марат, что за казанский кот такой? Рассказывай. О, это интересная история. На самом деле, если вы будете в Казани, вы на каждом углу будете видеть либо игрушки с котом, либо котов сувенирных, либо вот такие вот какие-то упоминания о котах казанских. Дело все в чем. Если вы когда-нибудь были в Эрмитаже в Санкт-Ленинграде, наверняка вы видели, что там очень много котов. А дело в том, что коты эти как раз-таки коренные казанцы. В свое время, во времена правления Екатерины II, Ленинградский Эрмитаж очень сильно страдал от крыс, мышей и прочих грызунов, которые портили выставочные образцы. В связи с этим было принято решение, поскольку в Казани было очень много котов, перевести часть котов отсюда туда. И с тех пор казанские коты, их потомки, являются, в общем-то, сотрудниками Санкт-Петербургского Эрмитажа. А это улица Каюма Насыри, и я официально объявляю ее своей любимой улицей в Казани. Она тоже пешеходная, как и Бауманская, туристическая, но здесь гораздо меньше людей. А еще здесь есть мое любимое деревянное зодчество. Разноцветные крашеные деревянные домики, какие они очаровательные, просто класс. А кроме того, здесь есть мечеть, про которую вам расскажет Марат. Да, это так называемая татарская слобода старая. Здесь остались еще старые дома, купеческие, дворянские, может быть. Где-то остались именно с тех времен, где-то, вот как, например, здесь небольшая такая некая реплика, где вот на кирпич, значит, оформлен такой сайдинг, но опять же в стилистике. То есть вроде как смотрится более-менее неплохо. Именно чтобы показать, как это было раньше. Вот. Если Бауман — это такая более парадная улица, такой казанский Арбат, то здесь это уже такая именно стилизация под старину. А еще у каждого дома есть свои индивидуальные ворота. Это тоже своего рода произведение искусства. Да, нужно пройти через хотя бы одни такие классные ворота. Какие они массивные, деревянные, просто потрясающе. И такие красивые, с различными деревянными вырезанными фигурками. Господи, архитектор, конечно, из меня никудышный. И пускай здесь, наверное, закрыто, я все равно просто должен потрогать эту чудную деревянную ручку. Классная ручка. Здесь позади меня находится комплекс мечети Аль-Марджани. Вот это вот здание с минаретом – это исламское духовное училище, в котором готовят имамов, мулл и прочих духовных сановников. А позади нее находится мечеть Аль-Марджани. Это считается старейшей из ныне действующих мечетей. Она была построена в период с 1766 по 1770 с высочайшего разрешения императрицы Екатерины II. Поскольку она была проводником нового времени, просвещения, она провозгласила еще и так называемую веротерпимость. И с высочайшего повеления Екатерины II именно в этой мечети было разрешено издавать Кораны для всех мусульманских народностей в Российской империи, потому что до этого было запрещено это делать, к иноверцам относились, скажем так, с прохладцей. После Екатерины II тоже это частично повторилось, но уже не в таких объемах. Вот. А во время Екатерины II вот как раз-таки это все осуществилось. Но самое интересное, поскольку печатное дело в то время было развито довольно слабо, все эти Кораны со всей арабской вязью,
со всеми рамочками, вот этими украшениями. Все это отрисовывалось вручную. Ну, такое ощущение, что это не отрисовывалось, а именно печаталось. То есть настолько качественно и красиво все это было сделано. Вам, наверное, интересно, почему видео идет уже целых 10 минут, а до сих пор не было ни одного поезда, ни одного трамвая, ни одного троллейбуса. А потому что ничего этого в этом видео не будет. У нас будет только исторические достопримечательности. Ну ладно, я шучу, конечно, все это будет. Это же блог ЖД-фотографа. А поедем мы к поездам на каршеринге Делимобиль. Кстати, вот вам промокод. Активируйте его при регистрации, и мы с вами получим дополнительные бонусные баллы. Мы приехали к поездам. Наконец-то, не прошло и половины видео. Это перегон Альметьево-Дербышки. Он расположен на железнодорожной ветке, которая соединяет основной ход с вокзалом Казань-1. И по ней ходят пассажирские и пригородные поезда. А еще это место называют местной Швейцарией, потому что здесь много красивых холмов и много красивых домов, которые напоминают швейцарские гостиницы. Например, вон те. А еще рядом с этим перегоном расположен жилой массив из пятиэтажных домов. Например, вот этот прикольный кирпичный дом мне очень нравится. Надо будет к нему потом поближе подойти. А еще здесь есть вот такой дом, построенный из красного и серого кирпича. Тоже довольно прикольно. Ну и современная застройка. И автобус-мастер. Какие же электрички есть в Казани? Они здесь на самом деле не слишком интересны. ЭД-9М и ЭД-9Э в корпоративных цветах РЖД. Скучно. То ли дело электрички Казани в 2012 году, когда здесь можно было встретить рижские R9E в бело-голубой окраске. Вкуснятина. Что касается современных поездов, то ЭД-9Э обладает рядом преимуществ перед ЭД-9М. Во-первых, у него более стильная кософарая маска. А во-вторых, его комплект электрооборудования позволяет, во-первых, плавно регулировать силу тяги и ток, а во-вторых, использует рекуперативное торможение почти до полной остановки поезда. Все это позволяет снизить эксплуатационные расходы почти на 25% по сравнению с ЭД-9М. Пассажирские поезда здесь ходят с электровозами ЭП-1М приписки депо Киров. Эти локомотивы современные и строятся на Новочеркасском заводе. Один из них, который мы поймали сегодня, вообще 2019 года выпуска. И он интересен тем, что у него кабина от электровоза 25К, в то время как у более ранних ЭПИМов, как мы их называем на жаргоне, кабина своя собственная. Ну а грузовые электровозы здесь это ВЛ-80, различных депо Горьковской и, возможно, Северной железной дороги, хотя не факт. Правда, конкретно здесь грузовые почти не ходят. В лучшем случае какой-нибудь местный вывоз. В принципе, подвижной состав здесь примерно такой же, как в Кирове. Те же ЭД-9М, те же ВЛ-80, ЭП-1М. Хотя сюда ЧС-4Т не заезжают, в отличие от Кирова. Кстати, видос про Киров не забудьте посмотреть. Ну что ж, поездов на сегодня хватит, ведь нужно еще покататься на трамваях, троллейбусах, автобусах и метрошке. Вы пока можете в комментариях задать любые вопросы о поездах, которые я вам показал, написать, какой поезд показался вам самым интересным, а мы продолжаем. Ух ты, какие классные качели. Обратите внимание, что это просто прикольное шлифованное бревно, не покрашенное в какие-нибудь пестрые попугайские цвета и с крутыми хромированными железяками. Даже в Москве я не видел таких классных качелей. Суперская детская площадка. Хотя на самом деле площадка достаточно типовая, но все равно она без клоунских цветов. Это просто потрясающе. Хотя нет, все-таки клоунские цвета здесь есть, но они в меньшинстве. Да и вообще, в этих дворах прикольное общественное пространство. Посмотрите на это. Здесь есть классные качели, лазилки. И, наверное, летом здесь будет цвести какое-нибудь вьющееся растение. Вот по этим веревкам. Короче, можно сказать, что в Казани найдено крутое благоустройство. А раз речь зашла про благоустройство, то почему бы не провести внезапную инспекцию случайного двора? И что мы видим здесь во дворе? А во дворе мы не видим, в принципе, ничего сверхъестественного. Подъезды выходят сразу
к проезду автомобилей стоянка, скромная лавочка, немножко кустов, какие-то железяки и, в принципе, все. Зато в подъездах прикольные стеклянные двери вместо железных листов, что, конечно, круто. И сам дом достаточно ухоженный. О, птичка. В общем, неплохой двор, заслуживающий оценку 5 Алье Варламовых из 10. Ну, он достаточно ухоженный, но в нем нет ничего такого сверхъестественного, за что можно было поставить более высокую оценку. Хотя та крутая площадка с бревном качелями, это выше всяческих похвал, конечно. Я нахожусь на трамвайной остановке на улице Сибирский тракт. Она, конечно, лучше, чем трамвайные остановки в Курске, где нет примерно ничего. Потому что здесь, например, оборудована посадочная платформа, а также есть указатель маршрутов. Но, будь моя воля, я бы добавил сюда еще остановочный павильон для защиты от дождя, а также забор для защиты от брызг автомобилей вот примерно в такую погоду. Помните мое видео про Курск, в котором я долго распинался о том, какие должны быть трамвайные остановки? Ну, вот этот весь бред, что типа доступная среда, быстрая посадка в низкопольный трамвай, сел и поехал, что трамвай лучше метро. Так вот, теперь мы в Казани на улице Академика Арбузова пытаемся сесть в трамвай, и для этого мы уже спускаемся в подземный переход. При таком подходе, на мой взгляд, все удобства трамвая сводятся на нет. Теперь, чтобы сесть в трамвай, нужно пройтись по лестнице вниз, по лестнице вверх. Таким образом, маломобильные пассажиры сразу же отметаются. Долой бабушек из трамваев. Нечего портить вид. А ведь можно было просто-напросто нарисовать зебры на каждой трамвайной остановке. А, ну да, какие могут быть зебры? Это же сразу начнутся автомобильные пробки. И даже эти желобки не делают никакой погоды и не добавляют особого удобства маломобильным пассажирам. Потому что, как я уже много раз говорил, здесь можно запросто сломать себе шею или что-нибудь еще, спускаясь без посторонней помощи. Остановка. Улица Академика Губкина. Академик Губкин, Урама Тукталыша. Академик Губкин Стрит, Стар. Следующая остановка. Строительная фирма «Тектоник». Дохлоды. Шикляр. Угла. Келесі Тукталыш. Полностью вышли. Open doors, please. The next office, Tectonic Construction Company. Чтобы сесть в трамвай на этой остановке, нужно пройти какой-то мега-квест с огромной лестницей. И вы сами можете видеть, в каком это все состоянии. Нарисовать здесь зебру? Не в этой жизни. Дамир, ты вот как местный житель можешь объяснить нам, почему скоростной трамвай по выделенной линии едет 40 км в час? Потому что с годами, после того, как произошла в 2011 году реконструкция, путевое хозяйство оно ухудшилось намного. И поэтому сократили скорость, так называемую, ввели ограничений, поэтому трамвай, грубо говоря, 40 км в час. А почему здесь не проводится повторный ремонт? Денег нет, говорят. А, денег нет, но вы держитесь, понятно. МУП «Метротранспорт» неоднократно уже говорил, что требуется обновление путевое хозяйство, но ни город, ни республика не хочет выделять. При этом, вопрос очень остро стоит. Улица Шикляр. Угла. Келесі Тукталыш. Минск. Так, выход с трамвая сразу на платформу в одном уровне, это, конечно, хорошо. А еще на этой остановке внезапно есть зебра со светофором. Ничего себе. Остановка улица Модельная. Модель Урама Тукталыша. Модельная Стрит, Стоп. Следующая остановка.
Остановка Тат Мебель Быт. Тат мебель быт тукталышы. Тат Мебель Быт Став. Итак, друзья, только что мы прокатились по Большому трамвайному кольцу. Новая трамвайная линия, которую строили с 2011 по 2020 год. А это трамвай БКМ 843 белорусского производства, построенный в 2014 году. Что можно сказать о Большом трамвайном кольце? Пожалуй, это самый медленный трамвай, в котором мне приходилось кататься. Во всяком случае, я ожидал, что по новой трамвайной линии, которая целиком на обособленном полотне, вагоны будут ездить побыстрее, ну явно не 30-40 км в час. В трамвае было холодно, у него тек потолок, и вообще выглядит он достаточно печально для 2014 года. В общем, не знаю, не зачет Большому трамвайному кольцу и содержанию трамвайных вагонов в Казани. Радует только, что он хотя бы не загорелся по дороге. Марат, ну что, как тебе поездка в трамвае по новой трамвайной линии, по кольцу? Давай, рассказывай. Я безмолвствую. Народ безмолвствует, и я вместе с ним. А тебе как, понравилось ехать по трамвайному кольцу в относительно новом трамвае? Ну, если ты хочешь поспать, и у тебя нет в Казани гостиницы, тогда, конечно, да. В остальных случаях нет, нет, еще раз нет. Новые вагоны — это не показатель, что с трамваем все хорошо. Конкретно с этим трамваем все очень плохо. Он не теплый. Это на улице еще 0. Он течет внутри. У него ползуны. Он медленно едет. Может быть, это проблема этого трамвая, а может быть и всех. Как-то не вызывает желания ездить на трамвае в Казани пока вообще. Вот этот маршрут хорош для тех, кто хочет поспать. Вот у тебя нет гостиницы, тебе нечего делать. Сел и спишь в нем. Там сколько, час, я не знаю, там едет сколько больше, да? Ну, такое себе. Это никуда не годится. БКМ 843 был грустным. Давайте же протестируем КТМ-23. Усть-Катавский вагон по кличке Морковка. Правда, здесь его не стоит называть морковкой, потому что он не оранжевый. Здесь у него не заводская краска, а местные фирменные ливреи казанского трамвая. Красная. Как тебе перемяч? Очень вкусно. Он такой жирный, сочный, хрустящий. Прям. Я записываю это видео в ноябре. Правда, сегодня внезапно случилась оттепель с массовым таянием снега. Правда, в Казани, судя по всему, оттепель с таянием снега случилась впервые в жизни. Как иначе объяснить, что коммунальные службы не смогли заранее придумать что-нибудь, чтобы на зебре не образовывалась вот эта чудесная лужа? Ну, например, можно было сделать здесь приподнятый пешеходный переход или устроить ливневку. Хотя не, погодите-ка, это же стоит денег. А приподнятый пешеходный переход еще и замедлит трафик автомобилей. Бред какой-то. В принципе, и так сойдет. Приподнятый пешеходный переход, ливневка. Всего этого в Казани, к сожалению, не наблюдается. Хотя, с другой стороны, может быть, это я просто доколебался, и просто время года неудачное. Казанский трамвай разогреет твой чай. Этот мем был актуален пару лет назад, когда из Казани чуть ли не каждую неделю приходили новости о том, что сгорел очередной трамвай. Интересно, а почему в Казани так часто горели трамваи? Может быть, трамваи были какие-то не такие? Да нет, вроде вот в Петербурге точно такой же БКМ 843, а не горел ни разу. Как бы там ни было, судя по всему, руководство трамвайного хозяйства разобралось в причинах и сделало правильные выводы. Потому что, лично я за последние пару лет не видел ни одной новости, чтобы в Казани что-то еще сгорело.
И это хорошо. Трамваи поехали по Казани 27 ноября 1899 года. Движение открывали вот такие вагоны фирмы Nivels, бельгийские трамваи. Всего их было 61 штука, и работали они до 1935 года. Только вы не обольщайтесь, это не настоящий вагон 1899 года, а всего лишь реплика, сделанная из двухосного снегоочистителя. Пик развития трамвайной сети в Казани пришелся на 2003 год, когда в городе работали 23 маршрута, 421 вагон, 183 километра линий и 3 трамвайных депо. А за моей спиной трамвай РВЗ-6. Между прочим, эти трамваи эксплуатировались в Казани всего лишь до 2008 года. И, естественно, я их не застал. Зато где я их застал, так это в Хабаровске, где целых 9 штук ездят до сих пор. Посмотрите, пожалуйста, мое видео из Хабаровска, я очень старался его для вас монтировать. Правда, в 2007 году почему-то начались массовые демонтажи трамвайных линий в центре Казани, что привело к уменьшению количества маршрутов, а далее к уменьшению количества вагонов. И таким образом, уже к 2012 году в Казани остались жалкие 4 трамвайных маршрута. А вот дальше начинаются чудеса, поскольку в Казани, вопреки российским традициям, начали строить новые трамвайные линии. Ничего себе! Так, с 2010 по 2012 год были построены трамвайные линии на улице Серова, на улице Энергетиков, а также с 2011 по 2020 год строилось Большое Казанское кольцо. Ну, как строилось? Некоторые его части были и до этого, но какие-то линии были все-таки новые. По Казанскому кольцу мы с вами уже прокатились и убедились, что это просто показуха, которая требует огромного количества доработок. Надеюсь, что когда-нибудь более компетентные руководители займутся этим несчастным кольцом и сделают его действительно удобным для пассажиров. Таким образом, благодаря строительствам и реконструкциям, сейчас в Казани действует 9 трамвайных маршрутов. И, напоминаю, 119 вагонов. Что все равно куром насмех по сравнению с тем, сколько всего этого здесь было на пике развития системы. И, кстати, возможно, вы не знали, я вам сейчас открою тайну. Короче, смотрите. В общем, трамвайные пути нельзя убирать. Нужно сохранять маршруты, закупать новые вагоны и все ремонтировать, чтобы людям было удобно передвигаться по земле, по городу, не спускаясь во всякое метро. Однако ж вот пример Казани показывает, что в России все-таки возможно массовое строительство новых трамвайных линий. Хотя, с другой стороны, уж построили так построили, а вот про эксплуатацию малость забыли. Да так забыли, что теперь на этом самом большом трамвайном кольце вагоны едут 40 км в час, постукивая ползунами на колесах. Что, конечно, никуда не годится. Но лучше уж так, чем вообще все позакрывать и поразбирать. Короче говоря, за эксплуатацию трамвайного хозяйства Казани можно поставить только тройку. Какие трамваи есть в Казани? ЛМ-93, ЛМ-99, ЛМ-99 «Пчелка», КТМ-5, КТМ-8. Погоди-ка, это фотки 2010 года, кыш. Этих трамваев здесь, конечно же, уже давно нет. Хотя, когда они были довольно разнообразные, разноцветные и, конечно же, раздолбанные. Так что, может, оно и к лучшему, что их все отсюда поубирали. Наибольшее распространение имеет вагоны завода «Уралтрансмаш», который расположен в Екатеринбурге. Вот он, один из этих трамваев, модель 71407. Они здесь 2017-2018 годов постройки, и всего их здесь 37 штук. Есть в Казани трамвай Усть-Катавского завода, модель КТМ-23.02 по кличке Морковка. Правда, здесь они не морковки, они здесь красного цвета, а морковка — это их заводская краска. Тем не менее, их здесь 23 штуки, и построены они все в 2016 году. Есть здесь и белорусские трамваи БКМ-621 2014 года выпуска в количестве 7 штук. Напоминаю, что я такие трамваи вам уже показывал в видео про Новосибирск, а также эти вагоны еще можно встретить в Самаре. Напишите в комментариях, в каких еще городах водятся вагоны БКМ-621. В отличие от Волгограда, Самары, Екатеринбурга и парочки других городов, в Казани нет трамвайных поездов, то есть систем многих единиц. Зато здесь есть сочлененные трамваи, так называемые червяки. Один из них — БКМ-843. Белорусский трамвай, и, кстати говоря, мы в таком уже прокатились по Большому трамвайному кольцу. Этих вагонов здесь 17 штук, они выпущены в 2013-2014 годах. А еще здесь есть их более младшая модификация БКМ-845. Отличается от 843 количеством дверей. Их здесь 3 штуки, и они выпущены уже в 2017 году. А также здесь есть интересный червяк Уралтрансмаша, модель 71409. Но сегодня выходной день, поэтому мы его так и не увидели на маршруте. Посмотрим на БКМ-843 более детально. Лично мне этот трамвай кажется наиболее интересным в Казани, потому что помимо Казани они есть всего лишь в 3 городах. Это Петербург, где их жалких 3 штучки, Минск, где их 5 штук, но это их родина, что вполне логично, а также в Киеве есть один такой трамвай. В Казани есть 17 трамваев БКМ-843.
Хотя уже нет, 2 же сгорели. А еще в лучшие годы эти трамваи обладали 2 кабинами управления. Правда, в Казани, судя по всему, эта практика оказалась не востребована, и 2-ю кабину во всех вагонах демонтировали. А может быть, не во всех, а только в тех, которые мне сегодня попадались. По крайней мере, в этом вагоне задняя кабина уж точно демонтирована, как и 2-й токоприемник. Кстати, а вы же помните, как во многих видео я рассказываю вам про новый трамвай «Львенок» производства ПК транспортной системы, которые покупают все больше и больше российских городов. Москва, Курск, Ульяновск и далее по списку. Так вот, в Казани есть его предшественник, трамвай 71911 по кличке City Star. Их здесь 5 штук, и построены они в 2019 году. Между прочим, City Star есть еще всего лишь в 2 городах. В Ростове-на-Дону и в Даугавпилсе. А еще они были в Твери, но поскольку в Твери трамвай весь повыпиливали, этот город мы не считаем. Чего ожидаешь от трамвайной системы, где почти все трамвайные пути находятся на обособленном полотне, проведены капитальные ремонты, построены новые линии, закуплены новые вагоны, самые старые 2013 года. Наверное, скоростей хотя бы километр 60 в час. На практике имеем вот это. Трамвай со скоростью велосипеда. И как так вышло, что новые вагоны по относительно новым путям ездят как черепахи? При том, что в том же Екатеринбурге старые Татры 70-х годов, в той же Самаре, в Волжском старые КТМ-5, все они ездят достаточно быстро. А здесь вот имеем то, что имеем. А это в очередной раз доказывает, что главное это не возраст трамваев, а их грамотная эксплуатация. И знаете что, я вот снимаю шляпу перед всеми, кто непосредственно участвует в поддержании движения трамваев. Водители, путейцы, ремонтники, все-все-все. Вот они огромные молодцы, что поддерживают это хозяйство в работоспособном состоянии. Однако возникает вопрос, а почему не выделяются своевременно денежки на капитальный ремонт трамвайных путей? Их же нужно ремонтировать, чтобы трамваи быстро ездили. Также нужно закупать, наверное, станки для обточки колесных пар, потому что, ну что это такое? Едешь в червяке 2013 года, а у него ползун тук-тук-тук. И ползет он тоже словно черепаха. Да при таких скоростях, кто в здравом уме будет пользоваться трамваем? Тут быстрее на велосипеде куда угодно доехать. Так по итогу-то что получается? Казань это всего лишь 6 Петербургов из 10. Картинка здесь, конечно, красивая. Фирменные цвета трамваев, новый вагон, обособленное полотно, бла-бла-бла-бла-бла-бла. А когда сядешь в эти вагоны, так они едут 40 км в час. Я, конечно, мог бы понять, если бы это были простые уличные трамваи. Так это обособленное полотно. Какие могут быть 40 км в час на обособленном полотне? Ну, серьезно, ребят. Короче, с этим пациентом все понятно. Переходим к троллейбусу. Ну ладно, я, возможно, поторопился с выводами и все-таки прокатился еще в 2 трамваях. В БКМ 621 и в БКМ 643. И 643 даже быстро ехал по Кировской дамбе. Правда, это все равно не отменяет моего мнения о том, что здесь нужно капитально ремонтировать все трамвайные пути. Потому что, ну что это такое, серьезно? Я прокатился в 4 вагонах, и только один из них смог разогнаться до 50 км в час. Прежде чем приступить к обзору троллейбусов, а также автобусов, нужно перекусить, и я вновь спустился в этот подземный переход, который ведет к Макдональдсу. Вот честно, я не хотел утром это показывать, но раз уже за целый день никто это не убрал, я просто вынужден это показать. При том, что этот переход находится не в Караганде, не у тебя на Бороде, не в спальном районе, а около железнодорожного вокзала почти в центре Казани. А это Дамир Абдулин, местный транспортный эксперт. Он сейчас работает на железной дороге, а до этого работал еще на троллейбусах и трамваях. В общем, он сам вам сейчас все расскажет, а я попытаюсь взять у него интервью и разузнать еще больше секретов казанских трамваев. Почему казанские трамваи не горели последние 2 года? Возможно, именно Дамир нам сейчас и расскажет. Ну, скорее, последние 1,5 года, после того, как пришел новый генеральный директор Метротранспорта, Айдар Камильевич Абдулхаков, взялись очень серьезно за эксплуатацию и как раз-таки начали поправлять те недостатки, которые были при предыдущем руководстве. Это и нехватка запчастей, это и ремонтная часть,
Вот. Но все равно есть моменты, которые надо поправлять. А на тот момент, когда были все вот эти пожары, все вот эти ремонтные регламенты проходили, грубо говоря, условно. Ну, около условно. Формальность. Формальности больше всего могли быть. Верю, что все-таки это изменится. И руководство нашей республики и города все-таки увидят, что нужно развивать городской электротранспорт в Казани. И дадут возможность обновить не только подвижной состав, но и инфраструктуру электротранспорта. Потому что все равно есть исходы, низкие скорости. Те же самые вот трехсекционные вагоны от БКМ находятся в не очень хорошем состоянии. Конечно, по-хорошему, может быть, имело бы смысл их отправить на капитальный ремонт. Пока на данный момент считаю, что трехсекционники для Казани слишком большие. Лучше пока закупить односекционные, условно говоря, те же самые 71628, и сцеплять систему многих единиц на тех маршрутах, где есть высокий пассажиропоток. Также заняться и графиком, и увеличением культуры работы. Считаю, что все будет хорошо. Можно еще закупать те же самые троллейбусы с увеличенным автономным ходом, чтобы запускать их в новые отдаленные районы. Как ты оцениваешь состояние вашей троллейбусной сети, подвижного состава, инфраструктуры? Ну, я считаю, что троллейбус в Казани один из лучших видов транспорта после метро. Конечно, не спорю, что покрытие автобусных маршрутов автобуса, в принципе, больше, чем троллейбуса. Но троллейбус, считаю, что в последнее время стал очень стабильным, потому что меньше обрывов. Сейчас потихоньку вводят бескондукторную систему. Пока у троллейбусной сети есть малый охват. Нужно охватывать новые районы, это новые линии, это, можно сказать, заменять некоторые автобусные маршруты на троллейбусные, закупая те же самые троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Это обновлять те же самые светчасти, новые скоростные стрелки. Но опять же, это же все делается, если есть финансирование. Пока вот финансирования в Казани на общественный транспорт нет. Сейчас на электротранспорт. Ну что ж, а мне остается только пожелать Казани дальнейшего развития электротранспорта, закупки новых троллейбусов с автономным ходом, новых маршрутов в новые районы, где пока ничего не ходит. И, конечно же, чтобы здесь занялись вплотную трамваем, чтобы он смог конкурировать с метро. Говорю я в очередной раз, как уже говорил в десятках своих видео. И новые трамвайные линии, особенно с возвращением в центр, потому что это очень не хватает. Вот именно, я всегда это говорил. Лучше бы их вообще не закрывали. Нельзя говорить. Да в России просто не делают новых крутых троллейбусов, потому Москва и отказалась от этого вида транспорта, потому что просто покупать нечего. Пишут мне в комментариях на Дзене различные странные люди, не способные самостоятельно открыть Яндекс и вбить туда в поисковую строку новые российские троллейбусы. Вы бы лучше сказали эту фразу жителям Казани, которые буквально на днях, в октябре 2023 года, получили в свой город 25 новехоньких троллейбусов МАЗ-303Т, сделанных по последнему слову техники. Ой, что это там в комментариях пишут транспортные эксперты? Что? МАЗ-303Т не российский троллейбус, а белорусский? Это что же выходит, действительно в России не делают новых крутых троллейбусов? А нет, делают. В той же Казани есть целых 15 троллейбусов ВМЗ 5298.01 «Авангард». Конечно же, здесь есть и другие троллейбусы. Например, здесь можно встретить 4 троллейбуса Троллза Мегаполис, самый старый из которых 2013 года выпуска. Но самым массовым является Троллза 5275.03. Этих троллейбусов здесь 139 штук, а буквально на днях прекратилась эксплуатация их старших собратьев 5275.05.
погодите-ка, какая-то несостыковка. Почему 5275.05 это более старый троллейбус, чем 5275.03? Разве не должно быть наоборот? Ну типа 3, потом 4, потом 5? В общем, логику в этих цифрах я совсем не понимаю. Модель 5275.03 отличается от модели 5275.05 тем, что в 5275.03 на передней и средней площадке пол низкий, а в 5275.05 пол имеет среднюю высоту. И вот этих Optim с низким уровнем пола на передней и средней площадке в Казани завались. Целых 139 штук. А вот чего в Казани нет, так это ЗИУ-682. Последнюю машину отставили в 2017 году. Но даже ЗИУ-682 в Казани были весьма интересными. Вот вы как думаете, где лучше всего ремонтировать троллейбус? В гараже, в кузовной мастерской, в троллейбусном парке, на авиационном заводе. Не хотите ли? Именно так и поступили в Казани, отдав несколько троллейбусов ЗИУ-682 на местный авиационный завод для проведения капитального ремонта с продлением срока службы. Внешне эти троллейбусы ничем не отличались от обычных ЗИУ-682, за исключением разве что ящика с электрооборудованием, который был вынесен у них на крышу. Именно эти троллейбусы и продержались до последнего. Да и вообще, какая-то странная тенденция. Сначала я обнаружил, что в Волгограде трамвай ремонтировали на судостроительном заводе, потом на инженерной базе Министерства обороны в Ярославле ремонтировали троллейбусы, теперь вот троллейбусы ремонтируют на авиационном заводе. Что дальше? Автобусы начнут ремонтировать на международной космической станции? Что касается троллейбусной сети, то она была открыта 27 ноября 1948 года. Движение открывали 8 штук МТБ-82. Вот такие троллейбусы. В дальнейшем развитие сети работало по стандартной советской схеме. На смену МТБшкам пришли ЗИУ-5, затем пришли ЗИУ-682, а потом уже пришли более современные троллейбусы. И, кстати, в Казани не сохранилось ни одного оригинального МТБ-82. А нет, все-таки одна МТБшка есть на улице Баумана. Подарю вам сувенирную кружку, если сможете в ней прокатиться. А нет, все-таки здесь есть две МТБшки. Вторая стоит за моей спиной. А нет, все-таки это не местная МТБшка, она из Оренбурга приехала. Ну и раз Казань российский город, то, конечно же, здесь были закрытия троллейбусных линий. Куда ж без закрытия в российском-то городе. Правда, они не были массовыми. Да и потом были и реконструкции, и даже строительство новых линий. Например, в 2012-2013 годах. Правда, некоторые из них так и не были запущены. Однако что выходит, в Казани троллейбус не считается убыточным видом транспорта, а троллейбусные провода не уродуют облик города? Так выходит, исходя из логики некоторых моих комментаторов, что Казанью руководят некомпетентные чиновники? Ха, бред какой-то. И перестаньте писать всякую ерунду про убыточность троллейбуса. Вы, горе-экономисты. Городской транспорт — это как водопровод. Он не должен приносить прибыль. Он должен перевозить людей, а не набивать карманы чиновников. Казанский метрополитен стал первым и на данный момент единственным открытым после распада СССР. Он является 7-м по счету метрополитеном России. Решение о строительстве было принято президентом Борисом Ельциным в 1996 году. Строительство началось в 1997 году, а 27 августа 2005 года метрополитен был сдан в эксплуатацию. Длина линии составила 7,1 километра, и на ней расположились 5 станций.
К открытию метрополитена были выпущены 5 составов серии «Казань» с обозначением 81553. Их построил завод «Вагонмаш» в сотрудничестве с фирмой «Шкода», которая поставила асинхронный тяговый привод для этих поездов. На сегодняшний день длина единственной линии Казанского метрополитена составляет чуть больше 16,5 километров. На ней расположено 11 станций. Время движения по маршруту составляет 23 минуты, интервал поездов в час пик – 6 минут. Помимо поездов в Казань, с 2011 по 2013 год сюда были закуплены 9 составов «Русич». А также в 2020 году на линии начал работать поезд «Москва-2019». Так, все, уже до поезда времени осталось мало, нужно срочно бежать, ведь еще нужно записывать концовку, а также рассказ про автобусы Казани. Господи, ну почему Казань такая большая, клевая и интересная? Ничего невозможно успеть, даже про транспорт не все, что нужно, записал. Кошмар. Придется опять ехать в Казань. Короче, я уже не знаю, успеет ли автобус-мастер рассказать нам что-нибудь про автобусы, поэтому на всякий случай записываю информацию про автобусы Казани самостоятельно. Так вот, в Казани почти все автобусы это новье. Из старого здесь только НИФАЗ 5299 в старом кузове. Вот такой. А, еще МАЗа-103 с рестайлинговой мордой. А так, низкопольный НИФАЗа 5299. Причем они здесь есть двух разновидностей. С новой мордой, так называемой московской, и с обычной мордой, которые лично мне кажутся более интересными, просто потому что их нет в Москве. Но больше всего здесь автобусов МАЗ-203, есть автобусы МАЗ-206 коротышки, а также есть автобусы Лотос-206. Это те же МАЗы-206, просто собранные на другом заводе. Из интересного ПАЗ-3237, низкопольный пазик, о которых я вам уже рассказывал в целых 2 видео из города Гусь-Хрустальный, где они тоже эксплуатируются. К сожалению, ни на каких автобусах прокатиться нам не удалось. Да, в принципе, в этом и нет необходимости, потому что они везде одинаковые. Единственное, на чем стоило бы прокатиться, это ПАЗ-3237. Но, увы, всего лишь 2 таких автобуса мы видели за целый день. А еще здесь, в Казани, много автобусов Hyundai Universe Space. Я не знаю, почему они вдруг начали меня интересовать. Ведь когда их было много в Подмосковье, я на них не обращал никакого внимания. А как только они стали исчезать, бабах, внезапно стало интересно. Ставьте лайк, если жизненно, и не говорите, что не было. Так, ну вроде бы все. Еще же 2010 год. Короче, я съездил в Казань впервые в 2010 году. И я видел здесь много интересного. Например, среди автобусов здесь были чешские Каросы. Я видел целых 2 штуки, но предполагаю, что их было гораздо больше. А еще Дамир сказал, что в нулевых здесь были и Каросы-гармошки. Круто, конечно. А еще я заснял здесь Mercedes-Benz O325. Кстати, подробнее об этих автобусах я рассказывал вот в этом видео. Но я заснял этот автобус всего один, через забор, но зато он был с ширмовыми дверями. Очень интересный, редкий экземпляр. Так, вот я сейчас топаю быстренько на вокзал, и вот знаете, у меня такое ощущение, что в Казани снегопад вообще впервые случился вот на этих выходных, потому что снег не чистит просто никто. И как только началось снеготаяние, мало того, что вот эти лужи образовались на зебрах, так еще и просто весь город в сугробах, все это тает, везде каша под ногами, снег вообще никто не убирает. Странно, неужели в Казани раньше не было снегопадов, и местные коммунальные службы не знают, что с ними делать? Вот этот трактор на железнодорожном вокзале — единственная снегоуборочная техника, которую я видел за сегодняшний день. Казань вполне достойна занять место сразу после Самары. После Самары, потому что трамваи Самара все-таки впечатлили меня гораздо больше, чем казанские. А так, в целом, город определенно очень крутой. Правда, здесь есть над чем поработать. Для начала поубирать ненужные заборы по всему городу, чтобы они не мешали наслаждаться городом и ходить по тротуарам. Далее, нужно организовать здесь уборку снега. Третье, нужно что-то сделать с ливневками и с пешеходными переходами, чтобы в мокрую погоду не нужно было скакать по болотам. Ну и, наконец, нужно продолжить развивать электрический транспорт, строить новые линии трамвая и троллейбус, реконструировать имеющиеся линии, закупать новый подвижной состав и все такое прочее. Как в любом другом городе. Можно просто говорить один и тот же текст в каждом видео и просто менять название города, и это будет работать. А что, хорошая идея. А с вами были Игорь Абросимов, автобус-мастер, Марат и Дамир. Пацаны, помашите. Блин, на поезд, что ли, уже убежали? Ладно, я тоже побегу. Смотрите другой контент на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, все такое прочее. До встречи в новых видео.